Всем привет! Мы со Стивом приехали в Прованс в 5-й раз и остановились в так называемом экожит. Это экологичное жилье для экологически ориентированных людей. Наш экожит называется «1000 соломинок», потому что он построен из соломы, точнее, он ей утеплен. Мы находимся в регионе Ардеш. Тут недалеко красивая очень река, много разных развлечений. Если у вас будет возможность, приезжайте, здесь очень здорово. Я хочу показать, как устроен этот дом, потому что он нас очень вдохновил, и надеюсь, что он вдохновит вас тоже. Площадь дома 68 квадратных метров. Здесь 2 спальни, большая кухня-гостиная, туалет, душ и, в общем-то, все. Что самое важное, здесь используется много экологичных технологий, и я вам их покажу в деталях. Вода для душа или для умывания горячая берется из солнечного коллектора, который установлен на крыше. Солнечный коллектор использует энергию солнца, нагревает воду до какой-то максимальной возможной температуры, и потом электричеством эта вода догревается до необходимой температуры уже. Здесь также установлен компостирующий туалет, не используется вообще вода, моча отделяется от фекалий, фекалии превращаются в компост. Выглядит со стороны он как самый обычный туалет, но функционирует совсем иначе. Здесь есть раздельный сбор отходов и подробная инструкция в большой инструкции к дому о том, как разделять отходы в этом регионе. И еще есть компостер, точнее ведро для органических отходов. Дом окружен красивым лесом, садом и огородом. Внутри по максимуму используются натуральные материалы. Отделка стен снаружи приготовлена из самых простых продуктов с использованием глины и муки. Слегка остается цвет охры на ладонях. Как устроен дом, где солома используется как изолирующий материал? Сначала сооружается деревянный каркас, и потом в этот деревянный каркас набиваются снопы сена. Сейчас существуют уже компании, которые занимаются промышленным производством соломенных панелей. Там прессуют солому очень-очень сильно, и уже готовые панели привозятся на стройку. Но то, как построен этот дом, предполагает строительство вручную, самими хозяевами и любыми помощниками и друзьями. Хозяева этого дома, Кристоф и Дагмар, приглашали волонтеров со всего мира, которые помогали им строить этот дом. Естественно, им было интересно узнать, что мы сами хотим дом из соломы, и мы обсудили то, какая у нас будет технология, какая у них использовалась технология. Давайте посмотрим дом изнутри.